Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, почему вы просыпаетесь ночью, из-за каких причин это возникает и как сделать так, чтобы побыстрее уснуть после того, как вы проснулись. Очень важная, друзья, и ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Итак, друзья, вы просыпаетесь без проблем, но ни с того ни с сего в середине ночи просыпаетесь от того, что кто-то вас будет. Соседка по дому рассказала мне один случай, который произошел именно с ней. В квартире жила она с мужем и ее мать. Ночью она проснулась от того, что кто-то тронул ее за плечо. Она услышала тихое «вставай». Она быстро поднялась, и ей показался тихий стук в стену, который доносился из соседней комнаты. Она быстро побежала в комнату, где жила ее мать, и увидела ее лежащей на полу. Пока были силы, она стучала пальцами о дверцу шкафа, но силы ее покидали, и стук становился малослышным. Вызвали врача, скорая приехала, слава богу, быстро. У матери оказался инсульт, и врач сказал, что хорошо, что вовремя подоспела помощь. Мама с моей знакомой отболела, но, слава богу, все закончилось более-менее благополучно. Но не проснись, дочь, вовремя, чтобы кто-то в нужный момент ее не разбудил, кто знает, какими бы были последствия. Она, рассказывая об этом случае, все время повторяла, что кто-то ее разбудил, при этом помог им избежать больших проблем. Другой случай. Мой друг-хирург рассказывал мне о том, что у него бывало такое, когда он уставший засыпал в ординаторской и просыпался от того, что его кто-то толкал в бок. Еще до того времени, когда на пороге появлялась медсестра и говорила ему о том, что его помощь нужна кому-то из пациентов. Рассказывая это, он говорил и о том, что многие его коллеги часто испытывают такое, что есть люди, от кого зависит чья-то жизнь, чья работа связана со спасением жизней, знают о том, что в нужный момент кто-то подсказывает им о том, что кому-то они сейчас действительно нужны и необходимы. Каким бы ни был крепким сон, этот толчок способен разбудить своевременно. От знакомого пожарника слышала также рассказ. Придя на ночную смену, когда все тихо и спокойно, они по очереди дремают. Но только стоит появиться дежурному и объявить, что где-то что-то горит, как они уже давно на ногах. А вот почему? Все происходит, друзья, на энергетическом уровне. И в этот момент они просыпаются от толчка в бок. Матери, часто получив толчок в плечо, просыпаются за секунду до того, как их собираются позвать дети на помощь, сказав, что им не здоровится, что их беспокоят страхи или же им нужна какая-то материнская помощь. Многие люди уже привыкли к такому явлению и благодарят за предупреждение об опасности, так как понимают, что если этого не было бы, неприятные события могли бы в большем количестве наполнять их жизнь, им бы не получилось избежать бед. Есть учения, которые пришли к нам от наших предков, которые говорят нам о том, что когда нашим близким нужна помощь, нас будет наш ангел-хранитель, а возможно и ангел-хранитель того, кто в данный момент нуждается в нашей помощи. Но если вы получили толчок от ангела-хранителя, находясь дома, все домашние здоровы, спят и видят добрые сны, тогда зачем такое пробуждение? Кому нужна ваша помощь? Знать об этом на том этапе нам не дано. Если вы получили толчок, если в этот момент не спите, значит так и надо. Пожелайте в этот момент своим близким счастья, не забудьте о здоровье, успехах, благополучии и, конечно же, поблагодарите ангела-хранителя за это пробуждение. Во-первых, вы в нужный энергетический момент послали сильный положительный посыл своим близким людям, а во-вторых, возможно, кого-то из ваших недоброжелателей не спалось, и он в эти минуты вам или вашей семье желал зла, завидуя тому, как вы живете, гармоничной, дружной обстановке в доме, вашему благополучию. Пробуждение в такой момент спасло вас, так как вы уже знаете, что во время сна человек беззащитен, а не спящий, бодрствующий человек находится под энергетической защитой и навредить ему намного труднее.
Поэтому, если вы проснулись, не сердитесь и не раздражайтесь. Примите это с благодарностью, а засыпая, вновь думайте о том, что у вас есть любящие и дорогие вашему сердцу люди, а также ангел-хранитель, который о вас беспокоится. Обратитесь в такой момент и к ангелу-хранителю, попросив о том, чтобы он хранил их на их порой сложном жизненном пути, оказывал им поддержку и помощь в любой ситуации. Ангелы-хранители не оставляют нас без своей поддержки ни на минуту. Не только ночью, но и днем. Только вот не все и не всегда могут заметить их присутствие, не видят подсказки, которые они нам посылают. А если и видят, то им нужно придавать особенное значение, чтобы правильно их расшифровать. Рассмотрим сегодня отдельные из этих подсказок, которые нужно вам обязательно обращать внимание в первую очередь. Вы готовы выйти из дома, направляетесь на работу или за покупками, но что-то не дает вам это сделать вовремя. Надевая что-то из одежды, у вас порвалось. Не можете найти, куда положить ключ. Вы с вас остановил внезапный звонок по телефону. Все это знаки, которые подает ваш ангел-хранитель. Этими обстоятельствами он пытается вам сказать, что не нужно покидать дом, что ваше отсутствие, в нем может что-то произойти. Поэтому задержитесь, проверьте. Например, выключили ли вы утюг, какую-то свою технику, которой вы пользуетесь, закрыли ли окна все, краны. Обязательно найдете что-то из того, что забыли сделать. Уходя же из дома, поблагодарите за оказанную помощь. Бывает и такое, что утром стали вполне здоровыми, а стали собираться, резко почувствовали недомогание. Сильные головные боли, сердечные приступы – это проявившиеся признаки того, что ваш ангел-хранитель хочет уберечь вас от большого непредвиденного несчастья. Обязательно обратите на это внимание, поэтому не стоит игнорировать. Есть очень много случаев из жизни о том, что люди избежали таким образом катастроф, наездов, автомобильных аварий, только потому, что не оставили эти знаки без внимания, и время, в которое они должны были попасть в беду, соответственно, сместилось. Если по пути на каждую встречу или свидание вы столкнулись с тем, что кто-то с кем-то ссорится, кричит, возникла конфликтная ситуация, все это заставило вас остановиться и обратить внимание, стоит отказаться от этой встречи, потому что кроме неприятностей она ничего хорошего вам не принесет. Но если перенести встречу нет возможности, то будьте внимательными, попросите ангела-хранителя о помощи и о том, чтобы он уберег вас. Он обязательно поможет вам в вашей просьбе. Знаете ли вы о том, что если зачесалась ладонь левой руки, то этим действием ангел-хранитель пытается удержать вас от спонтанных и необдуманных трат денег, что сделанные покупки будут неудачными, что вы выбросите деньги просто-напросто на ветер, из-за чего сами в результате, возможно, расстроитесь. Такая трата денег может привести вас к долгам, с которыми будет очень непросто рассчитаться. Обратите на это внимание, это поможет вам уберечь себя от разочарований и поможет сохранить свои деньги, которые в нужный и подходящий момент вы потратите себе в удовольствие, приумножив при этом денежную энергию. Если внезапно остановились часы любые, на руке, в офисе, дома, на улице, обратите на это внимание. Это предупреждение о том, что сегодня не стоит никому давать деньги в долг, так как они никогда к вам не вернутся. Если при знакомстве с человеком вы ощутили по отношению к нему какие-то первые эмоции, обязательно обратите на них внимание, так как это ваш ангел-хранитель, который указывает вам на то, какой перед вами человек и дает вам почувствовать, какие энергии его окружают, а также что он излучает. Даже если в процессе общения мнение о данном человеке изменится, в результате вы все равно после его действий вернетесь к тому, что ощущали при первой встрече. Поэтому, если почувствовали что-то неладное, поберегите себя и не рискуйте. Если вам в течение нескольких дней попадается на глаза стайки воробьев, и вы планируете пойти в магазин за покупками, откажитесь от этой затеи, так как этот поход может закончиться неприятными событиями. Главным из них будет то, что вы можете остаться без денег, вас обворуют или вы можете проявить свою невнимательность, вынимая что-либо из сумки, и тем самым можете потерять кошелек, банковскую карту, и их подберет кто-то другой.
Сделайте то, что вы задумали через несколько дней. Все закончится без неприятностей и, конечно же, не забудьте поблагодарить своего ангела-хранителя. Ангелы-хранители своим отношением к вам напоминают заботливую мать, присматривающую за своим ребенком. Они делают все для того, чтобы сделать вашу жизнь безопасной, защитить вас от любых негативных ситуаций. Они несут в вашу жизнь комфорт, дают мудрые подсказки, пытаются направить по правильному пути и познакомить с нужными людьми, создав для этого благоприятную ситуацию, которую могут оказать благоприятное влияние на вашу жизнь. Они уважают ваши убеждения, если только они не приносят вред вам или другим людям. Очень восприимчивы к вашим эмоциям, когда вам больно, обидно. Они тоже это чувствуют. Их деяния наполнены состраданием и милосердием. Они изыскивают возможности, чтобы вашу жизнь сделать более увлекательной, динамичной, яркой и наполнить ее смыслом. Ангелы-хранители преданы человеку, но не мы их выбираем, а они нас. Они сами решают быть рядом с нами и указывать на важные моменты, направляя нас по жизненному пути. Их преданность имеет основу из настоящей и чистой любви. Они нам дарят ее, потому что выбрали именно нас, так как мы этого достойны. Они не бросают нас в беде, они везде и всегда рядом. Они не осуждают нас за то, что мы совершаем ошибки, потому что они понимают, что людям свойственно ошибаться. Они прощают нас порой даже за совершение нехороших поступков, направляют, чтобы мы посмотрели на себя со стороны, пересмотрели свои взгляды, принципы, тем самым изменившись в лучшую сторону. Они поддерживают нас в правильных решениях, помогают их осуществлению, радуясь за то, когда у нас все получается. Если вам по жизни тяжело и вы не можете найти выход из сложившейся ситуации, обязательно обратитесь к своему ангелу-хранителю. Попросите у него помощи, и он обязательно придет. Только будьте, пожалуйста, искренними в этот момент, потому что, использовав обман, вы принесете себе, к сожалению, непоправимый вред. Не забывайте о том, что они умеют читать нашу душу, они видят ее насквозь, чувствуют то, что вы собираетесь сделать наперед. Поэтому всегда обращайте внимание на толчки ночью. Не игнорируйте их, так как в этот момент кто-то нуждается в вашей помощи. А ангел-хранитель помогает вам в этом действии, подталкивая вас тем самым в нужном направлении. Очень часто люди игнорируют подсказки от ангела-хранителя, думая о том, что им это все показалось. Запомните раз и навсегда, нет случайности, нет такого «ой, мне показалось, мне предвиделось». Помните о том, что в первую очередь все состоит из энергии. Наши мысли, наши слова, наши действия, предметы, вещи, все то, что нас окружает. И многие люди игнорируют это, думая о том, что им все это показалось. Если вам это показалось, подумайте о том, а какая это может быть знак, подсказка от Вселенной, как вам хотят помочь и уберечь вас от тех или иных ситуаций или моментов в вашей жизни. Поэтому не игнорируйте. Также обращайте внимание на то, что происходит в вашем окружении. Конечно, за всеми не уследишь, но когда ваш ангел-хранитель, высшие силы вас толкают ночью, дают какие-то знаки, подсказки, никогда не игнорируйте. Вы должны понимать и то, что высшие силы вне зависимости, мы в них верим, забываем, они всегда с нами. Но когда они видят, что какая-то критическая ситуация, они нам уже всегда помогают. Знаете, бывает так, что, возможно, люди, которые были в каких-то очень тяжелых ситуациях, например, попали в аварию, и, например, все, что вокруг было, пришло в негодность, да, ввиду тех событий, а человек остался живым, и с ним ничего даже не произошло, даже царапин нету, и даже говорят, что человек родился в рубашке. То есть ангелы-хранители, они всегда вот в таких ситуациях, они человека забирают и ему помогают. Но очень здорово, когда и вы также прикладываете какие-то определенные усилия, действия. Если вы игнорируете и считаете, что вы выше и превыше всего и всех, то вы должны понимать и то, что вам постоянно будут даны подсказки, вас постоянно вы будете проходить какие-то жизненные уроки. Поэтому, чтобы этого не было, все-таки думайте, что вы делаете, к чему вы хотите прийти. Это очень важно. Мы с вами люди очень мудрые, мы с вами люди можем всегда изучить, понять, разузнать,
спросить, поэтому никогда не бойтесь этого. Не знаете, узнаете. Никто не хочет вам подсказывать. Вот сейчас есть интернет, есть книги очень мудрые. Возьмите, просто сядьте в спокойной обстановке и обратитесь к своему ангелу-хранителю, обратитесь к высшим силам своими словами, попросите о той помощи, которая вам нужна. Не забудьте, конечно же, и поблагодарить. И высшие силы обязательно через людей, через какие-то знаки, через вещи, через звонок, они вам обязательно помогут. Конечно, это не значит, что вы прямо сейчас обратились, и вам прямо сию секунду пришел ответ, или пришли какие-то знания, или пришли люди вам на помощь. Нет, вы попросили, вы запускаете определенные процессы. Вы отправляете определенные энергии во Вселенную, в космос, и к вам это обратно возвращается. Бывает, что буквально полчаса и приходит решение вопроса, а бывает день, два, три, неделя и даже месяц бывает. А почему так? А потому что еще не время, потому что в той ситуации, в которой вы оказались, есть не только вы как игрок, но есть еще и другие люди, которые совершили ошибки, которые, возможно, несут какие-то обиды, которым что-то не нравится, и все это вместе должно проработаться. Поэтому иногда вот события бывают во времени растянуты. Это нормально. Поэтому не стоит свою энергию вкладывать в эту ситуацию. Отпустите ее, и обязательно это к вам вернется. Поэтому ваш ангел-хранитель – это ваш помощник. Не бойтесь к нему обращаться, не бойтесь его благодарить. Это очень важно. И вот такой, друзья, очень важная, ценная информация мы хотели сегодня с вами поделиться. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментариях обязательно поблагодарите ангела-хранителя, высшие силы за те мыслимые и немыслимые блага, которые есть в вашей жизни. Только, пожалуйста, сделайте это искренне. И, друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.